Всем привет! Вы на канале Наргизкина кухня. Я рада приветствовать каждого из вас. Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня я делюсь с вами рецептом куличей, который готовлю уже много лет. И на протяжении многих лет, кого я не угощаю, просят у меня рецепт. Поэтому сегодня я пеку и делюсь рецептом с вами. Давайте готовить вместе. В миску, в которой буду замешивать тесто, я сразу натерла цедру одного апельсина. Сюда же отправляю 4 яйца, не отделяя белки от желтков. Яйца я заранее достала из холодильника, они комнатной температуры. Если вы заранее забыли достать яйца, то положите их в теплую воду и оставьте минут на 10 в ней. После того, как все перемешали, отправляем сюда сахар. И сразу сюда же отправляем пару столовых ложек ванильного сахара. Все ингредиенты и их количество вы, как всегда, найдете в описании под видео. Сюда же отправляю сметану. Я смешиваю все поэтапно, чтобы все ингредиенты хорошо соединились и размешались. Вы можете положить все вместе и сразу смешать, но я вам показываю так, как делаю я, и результат всегда безупречный. Поэтому выбирайте сами, как вы будете готовить. Теперь к этой смеси я добавляю молоко. Конечно же, тоже комнатной температуры или даже слегка теплое можно. И сюда же добавляю растопленное сливочное масло, остывшее, ни в коем случае не горячее. После того, как перемешала, добавляю сюда треть чайной ложки соли. Еще я обязательно добавляю немного куркумы, тоже 1/3 чайной ложки. Она не даст никакого постороннего привкуса вашим куличам, но цвет будет очень красивый. Все перемешала, и теперь осталось добавить муку и дрожжи. Муку я сразу просеяла. Дрожжи отправляю в муку, вместе их перемешаю с мукой и потом отправляю в тесто частями. Замешивать буду понемногу, не всю сразу муку туда насыпать с дрожжами, а немного добавила, перемешала, добавила, перемешала. Сегодня я тесто буду замешивать руками без помощи миксера, чтобы чувствовать его консистенцию. Да и вообще это особый вид удовольствия, как я уже говорила, возиться с тестом. Это всегда очень приятно, а тем более с таким ароматным, сдобным тестом. Рекомендую вам, так же как и я, поэтапно вводить все продукты. Это хорошо отразится на структуре вашего теста. Сушеную клюкву и цукаты я заранее замочила в коньяке. Если вам не нравится такой вариант, можете просто промыть и обсушить. И теперь немножко добавляю к ним муки, вот так перемешиваю, смотрю, чтобы они все покрылись мукой. Сразу много не добавляю муки, лучше вот так по чуть-чуть, чтобы было видно, чтобы не переборщить с мукой, чтобы не забить потом ею наше тесто. И отправляю цукаты сюда же к тесту. Как вы заметили, я надела перчатку и все это вместе теперь перемешиваю. Вмешиваю цукаты в тесто, чтобы они распределились по нему более-менее равномерно. Вы можете добавить вместо цукатов и клюквы то, что нравится вам. Может быть изюм, может орешки. Все по вашему вкусу. В итоге должно получиться вот такое тесто. Оно довольно-таки влажное, не жесткое, не забитое. Это очень важно, чтобы куличи у вас потом были тоже воздушные, пышные и вкусные. И все, накрываю крышкой и оставляю на расстойку. У меня прошел час, тесто, посмотрите, хорошо как поднялось. Я его сейчас осажу и оставлю еще раз подниматься. Тесто такое красивенькое, желтенькое, такое ароматное, приятное, что его уже хочется прям так начать есть в сыром виде. Во второй раз тесту потребовалось поменьше времени. Через 45 минут, посмотрите, оно уже хочет убежать из миски, выдавив крышку. Руки я смазываю обязательно растительным маслом рафинированным и начинаю работать с тестом. Хочу поближе показать вам это тесто. Посмотрите, какое оно пористое, воздушное. Жалко только вот вам аромат не передается. Постоянно смазываю руки растительным маслом, иначе его никак не собрать. И начинаю укладывать формочки, выложенные пергаментом. Я вырезала пергамент, положила формочки. Заполнять я их буду наполовину формы. Они еще должны подняться, приобрести характерный вид. Я защипила прищепками вот эти краюшки, чтобы мне не мешал пергамент. Когда поместила тесто, уже снимаю. И так буду проделывать со всеми нашими куличами.
Пергамент, который я разложила по краю форм, я ничем не смазываю. Одну формочек смазываю растительным рафинированным маслом. Как вы видите, тесто очень липкое, поэтому постоянно смазываю руки растительным маслом. Не забываю прям хорошенько, обильно их смазывать, иначе все тесто останется на руках. Укладываю таким образом тесто в формочки и сверху немного рукой разравниваю, насколько это возможно. Какого размера будут ваши куличи, решать только вам. Можете сделать их в меньшем количестве, но большего размера. Можете сделать больше количества, но поменьше размером. Итого у меня получилось 4 формы 9 сантиметров высотой и 10 в диаметре. Это 4 таких. И одна 9 сантиметров высотой и 12 сантиметров в диаметре. И даже я взвесила для вас, в каждую вот эту маленькую формочку поместилось тесто по 350 граммов, и вот в одну эту большую поместилось 500 граммов теста. Я накрыла полотенцем. Спустя 40 минут куличи выглядят вот так. Духовку я уже включила разогреваться на 180 градусов и отправляю их на 30 минут. Через 30 минут буду проверять. Полчаса прошло, посмотрите, как хорошо поднялись, видно, да, просвечивают куличи. И буду допекать их до сухой шпажки. У меня прошло еще 35 минут, куличи вот так хорошо зарумянились, шпажка сухая при прокалывании. Я их достану из этих формочек и оставлю в пергаменте. От него освобождать не буду, пусть остывают прям так в пергаменте. Только положу их на бачки и пускай они вот так остывают, вот в таком виде. Периодически их прокручивая, переворачивая с бачка на бачок, чтобы не было вмятин, чтобы были они ровненькие, кругленькие. Вот так они отдыхают. Отдыхают они, кстати, под полотенцем. Я накрываю их полотенцем чайным, не в открытом виде. Ну, стоя почему не ставлю, понятно, да, чтобы они не осели пока горячие. И вот так до полного остывания они у меня отдыхают под полотенцем. И пока куличи остывали, я готовила для них глазурь, готовила украшения и совсем забыла снять вам их в готовом виде на разрезе. Но вот показываю вам разрез спустя 3 дня. Тесто все еще мягкое, оно долго не черствеет, очень вкусное, ароматное. Этот рецепт куличей мой самый любимый, и я каждый год по нему их пеку. И выставляю вам фотографии прошлых лет, чтобы вы посмотрели, какие постоянно получаются куличи из этого теста. Украшаю каждый год по-разному, по своему вкусу. Делаю украшения из мастики, из маршмеллоу. Люблю испечь имбирные пряники и украсить куличи, в том числе ими. По-моему, я очень подробно сегодня вам показала рецепт, старалась коротко, не затягивать, но так, чтобы всем все было понятно. Я вообще всегда стараюсь не затягивать видео, вам объяснить все подробно, чтобы у всех все получилось. Очень не люблю, когда переводят продукты. Надеюсь, что мой рецепт вам понравился, он без особых заморочек. С этим куличом не надо возиться, как во многих куличах, ждать очень долго, пока поднимется тесто. Очень тяжелое тесто бывает у куличей. Но это тесто несложное, легко готовится. Результат – очень вкусные куличи, которые, как я вам уже сказала, все всегда просят рецепт. И я знаю, что девочки, которые у меня ели эти куличи, обязательно приготовят по этому рецепту. И, конечно же, хочу поздравить всех празднующих с наступающим светлым праздником Христового воскресения, всех с Пасхой, исполнения ваших добрых намерений и желаний. Всем всего самого наилучшего. Благодарю за подписку, ставьте лайки, пишите комментарии, будьте добрее, будьте счастливы. Пока-пока.